Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. И сегодня пришли мы сейчас в Айкеке. На улице жара, сегодня пятница. Я в футболке, а человек в куртке идет. Человек идет в куртке, а я в футболке. 26 градусов показывает. И завтра будет еще жарче, 28 градусов. Завтра планируем поехать на море. Руслан хочет искупаться. Мы, наверное, не полезем, но позагораем. Я сегодня вообще вышла на улицу. У меня были другие планы. Мы сегодня хотели на рынок с ребенком погулять. Но я поняла, что у меня на такую погоду особо одежды нет. И поэтому мы решили приехать сюда. Короче, сначала хочу посмотреть кепочку Алмазу. А то у нас панамка есть. Кепка красная. А синей нету кепочки. Вот кепочки, которые есть на такой возраст. Мне нравится. 3-6 лет. Как будто бы на маленьких совсем. Ну, это не то, да. Вот они, смотрите, на подростках. Вот у нас такая же. Зеленую хочешь? А может синюю? Нет, давайте Майнкрафт. Сколько стоит? Не знаю. 279. Долго? Нет. Вот а синенькую не хочешь? 249 тоже. В общем, летит Алмаз по Майнкрафту. Вот такую хочет. Но здесь нет сетки, и я не хотела бы такую покупать. 279 стоит. Идем, короче, в другой магазин. Идем в Коттон. В Айкике в итоге ничего решили не брать Алмазу. Я купила чисто лосинки Азалия. Но очень жарко сегодня. Прям на солнце очень жарко. На солнце все 30 точно есть. Вот. Поэтому завтра точно пойдем на море. Вот. Еще на рынок сегодня надо сходить. Короче, я вам все это поснимаю. И вот напротив в Айкике у нас Коттон. Сейчас посмотрим, что красивого есть. Ну, быстро, конечно, недолго мы здесь будем. Зайдем быстренько, посмотрим и примерим, если что-то понравится. Короче, на мальчиков кепочек нету, сказали, в Коттоне. Но та кепка тоже, мы хотели сеткой на лето. Она такая будет плотная. Поэтому сейчас вниз спускаемся в женский отдел. И «Енисезон» написано. Хотя вот это вот платье я уже в прошлом году взяла себе, оно у меня есть. Вот. Или это просто вот здесь только на этом стенде написано, что «Енисезон». Короче, вот такие вот вещи продают. Футболочки стоят 999. Но я обычные футболки хочу. Здесь только белые вижу. Дальше сейчас пойдем. Красивое платье висит сходу. Голубой цвет мне нравится. Но цена 1499. Пока дороговато. Может, скидочки будут. Еще забегу сюда. Моделька. Такая вот. Брючки. И, похоже, в них жарко. Вот. Сейчас посмотрим, сколько стоит. 899 стоит. Футболочку, наверное, возьму. Клевая. Мне нравится. Короче, еще одни брючки примерила, но, если честно, мне не нравится ничего. И футболка уже как будто бы не нравится, не знаю. Еще вот такая моделечка есть, смотрите. Ну, надо будет укоротить. Светлые. Вот такое вот еще. Юбочку мне вот такую предложили померить. Вот, но мне брючки нужны. Юбку позже. Так, друзья, и у нас настал новый день. В общем, смотрите, вот такую кепочку я купила, футболочку взяла. Мы собираемся сейчас на море. Еще я взяла много что, но показать остальное, к сожалению, не смогу, потому что даже вот не было времени. Сегодня с дочкой ходили на рисование, ее водили на рисование. Сегодня погода вообще прям суперская, сегодня суббота. И всей семьей мы собираемся на море. Прям с утра уже 25 градусов было. Сейчас, не знаю, наверное, градусов 30 на солнце, так еще больше. Вот. Что хотела сказать. Везде все цветет, прям пахнет, пипец. Абрикосы прям
расцвели. И еще, смотрите, у нас много гусей сидели на яйцах. Здесь, получается, вылупились. Потом вот здесь вот еще вылупились. Кстати, у этой гусины есть прям охранник свой. Он разгоняет. Ой, смотри, кушают маленькие гусята. Этим тоже дайте. Смотри, как старые что-то едят. Нет, гусям дай. Гусятам. Вот в эту сторону. Вот смотри, вот маленькому дайте. Еще одна здесь сидит. Смотрите, один гусь завис. Еще. Один гусь завис, он не Да, плавает. еще одна сидит. Короче, Он завис, он пошлите. не плавает. Все одели шорты. Прям по-летнему оделись. На ноги сланцы одела. Потому что будем мочить ножки, а Руслан собирается искупаться. С той стороны, кстати, тоже маленькие вылупились еще неделю назад. Эти уже подросли, да. Здесь было 11, давайте посчитаем. Да вроде все. 11 было, на 8 марта снимали. Кто не смотрел этот выпуск, посмотрите на 8 марта. Я показывала, только они там вылупились. Вот. Водичка такая красивая. Такого прям синенького цвета. Телефон, как всегда, не передает всю красоту. Серенько показывает. Надо телефон уже менять. Хороший покупать. У меня iPhone 11, а я хочу уже 16, последний. Вот. Но здесь в Турции очень дорого телефоны стоят. Наконец-то приехали на пляж, 20 минут, и мы тут. Давно мы не были в Атакенте. Пляж Сосаноглу. Люди купаются. Интересно, работают ли переодевалки, потому что Руслан хочет переодеться. Детей мы тоже, думаем, переоденем, потому что они обычно мочатся. У них в море всегда шорты намокают, поэтому надо переодеть их. Им мы купальники тоже взяли. Короче, закрыто. Кабинки закрыты, как всегда. Играется. Я поехала. Здесь вот есть клуб Zoom Beach Club, и это ориентир. Вот здесь вот рядом мы обычно переодеваемся, и здесь вот есть еще туалет для кого надо. Вот здесь вот есть значок, что туалеты рядом. Но в этот клуб мы ни разу не ходили, так что не знаем, как вообще там внутри. Ничего не могу рассказать. Вот, а Руслан пошел переодеваться. Переоделся? Да. Че, готов искупаться? Да. Мы собираемся на тот конец. Там немножко, ну, такой вот более пологий пляж. И мы думаем, что там вода лучше нагреется, поэтому идем туда. Здесь он как бы менее пологий, там прям пологий-пологий. Вот. Хотя какая разница, все равно в глубину зайдет. Но вот решили туда пойти. Там, кстати, очень много крабов. Можно на краба наступить. Рыбки, кстати, вот в начале сезона всегда такие активные. Вот. И, конечно же... А медуз не боишься? А что, медузы есть? А помнишь, в прошлом году в начале сезона медузы были?
Возможно, есть. Медузы, кстати, на той стороне тоже их много. Ну, а так люди купаются, вон, не парятся. Не знаю. В общем, вот эти душевые не работают, если что. Здесь вот человек улегся под деревом. Вот, идем мы дальше. На всякий случай посмотрели, потому что если Руслан искупается, то надо будет переодеться ему где-то. Вот. Что? Что это за дерево? Я не знаю. А знаешь, как еще можно? Кто знает, что это за дерево? Смотрите. Так, люди сидят, столики принесли, стулья принесли. Ну что? Как тебе водичка? Слушайте, а тут реально, да, далеко заходить? Ну да. Ну я тоже зайду с тобой вместе. Ты уж скажи, какое число, как всегда по традиции. Сейчас. Какое сегодня число? Сегодня 15 марта 2025 года. Разве не 14? Открываем купальный сезон. Все. Давай. Холодненькая, кстати, водичка. Прям нормальная такая, холодная. Нормальная. Холодная. Блин. Ну что? Вода нормальная, обычная, как у нас летом в деревне, как в реке Шушма. Это может быть вообще морская пена, любимая. Не знаю, что это, но вот такое пятно. Смотри, вон, вдалеке баллоны юнга. Да, я видела. Слушайте, не так. Не так. Сейчас попробуем кинуть фрисби. О. Ну что, друзья, прилегла я немножко у моря. Воздух такой прям классный, прям морской, хорошо, соленый. Постояла в воде немножко. Вот. Прям многие привыкли к воде. как Короче, им будто пока тепло. не интересны эти фрисби. Да. Не умеют кидать. Неинтересно. Что хочу сказать. Хочется купаться уже. Вот. Хочу прям в этот сезон, именно весной, позагорать хорошенько. Буду приезжать сюда с Алмазом загорать, потом с Азалией. Вот. Руслан пошел купаться. Прям кайфует, говорит, вода хорошая. Говорит, что прошлый год как будто бы холоднее была, не знаю, правда, нет. Может быть, просто из-за того, что место другое. Вот. Единственное, конечно, в Гази-Паше круче в плане, там круглый год переодевалки, круглый год душ работает. Что, тебе не холодно? Не холодно, Вода не холодная? не холодно. Папа, он пошел опять купаться. Я тоже хочу купаться. Ну, пока полностью нам нельзя. Давай попозже немножко. Хотя бы немножко потеплеет. Сейчас быстро нагреется, дай бог, вода. Вот. Так что кайфуем.
Ну что, мы покидаем это прекрасное место. Дети все никак не могут насытиться. Играются в песочке. Очень классно, очень круто. Чаю хотим попить, короче. И вот прям напротив, где я стою, есть кафешка Кунефе. Кунефе называется кафешка. Сейчас туда зайдем, чай попьем. Смотрите, какая крутая вещь ездить здесь. Вот такую я тоже хочу. Папу ждем, папу. Папа переодеваться пошел. У нас недалеко от нас есть кафе. Тоже кунефе продается. Мне интересно, есть ли разница в ценах. Я надеюсь, оно работает вообще. Короче, похоже, работает. Я возвращаюсь за детьми. Короче, заказали чай. И здесь дороже намного, чем у нас там. Вот, наверное, потому что возле моря. Здесь вот один классик кунефе стоит 150 лир. То есть мы вот заказали 3 на 450. И там чай полностью бесплатно. Там приносят молоко, там фрукты. Вот рядом с нами. А здесь, к сожалению, все это платно. Вот так вот. В Турции надо знать места, где дешево, где кушают местные, там и дешево. Здесь недаром никого нет, потому что дорого. Сколько получилось в этом кафе? 480 лир. Всего лишь 3 кунефе и 480 лир. Ну ладно. 7 чаев. Зато у моря 7 чаев. Но я так понимаю, некоторые чаи бесплатно, потому что кунефе стоит 150 лир. В общем, Руслан ждет автобус у самого синего моря. Вот. И что хотела сказать? А ты мог постричься, да? Руслан, а какой проезд сейчас? Подорожало? 40 лет. 40 лир. 35 было, да, ведь? Ну, что-то такое было, да, 35. В общем, мы сейчас домой едем. Нагулялись, чай напились. Очень хорошо здесь, конечно, еще посидели бы, но мне кажется, сейчас солнце зайдет и станет холодно. А вон оно уже... А время сколько? 17:55. 17:50. Время 6, солнце еще светит. Но скоро оно уйдет, наверное, поэтому надо в сторону дома. Ну, короче, погуляли круто. Все понравилось. Вот хочется жить у моря, но не хочется жить без отопления зимой. Ой, мне так жалко, блин, действительно тут некоторые, короче, агып шерлер по любасу. Я вас люблю. А мы садись? Я тебе пионер. В прошлом году всего лишь там сколько, 4-5 было. А в этом году прям вообще бэби-бум. Да, я видела. Ну да. И, друзья, у нас настал новый день. Со своими детками маленькими мы пошли гулять. В этот раз мы идем пешочком, оделись по-легкому. Сегодня, едет, на автобусе сейчас поедем за обувью. Короче, не успели выйти, уже автобус приехал. Я думаю, немножко прогуляемся. Ну ладно, гулять будем в центре. Короче, проезд 30 по городу. Собираемся мы покупать обувь Азальки. Мы сегодня перебрали обувь и посмотрели, есть ли вообще обувь у детей. Оказалось, что у Азалии 2 обуви летние, но обе маленькие. Поэтому мы сейчас решили брать обувь уже в хорошем таком магазине кожаном, где покупали алмазу. Если вы помните, я показывала даже. Это вот по нашей улице, не доходя до центра, потому что в центре всегда все магазины дорогие. Даже вот элементарно вчера, да, вот на море сидели, кушали. Здесь рядом, вот, кстати, недалеко от Каррефура есть такой же кафе. Там намного дешевле, чем вот в центре или у моря. То есть здесь вот такие вот цены везде разные. Поэтому мы сейчас идем в тот магазин, где мы уже были. Мы там заметно ощутили вот эту разницу.
как бы и хорошая обувь, и недорогая. Может быть, и себе что-то присмотрим. По нашей улице курсирует автобус «Троечка». Вот. Если ехать в Ташуджу, то это уже другая надо маршрутка. «Троечка» именно по нашей улице ездит. Мы уже очень быстро доехали. На улице сегодня опять жарко, 26 градусов, но показывает, что погода меняется. Скоро будет холоднее. Вот. Ну, на самом деле, даже вот прогноз, когда смотришь, как будто бы на 10 градусов больше, чем обычная должна быть погода вот сейчас. Какая-то вот немножко аномальная. Смотрите, вот этот магазинчик. Здесь очень много обуви. Здесь есть и на лето тапочки. Вот, кому кстати, а у нас надо. тоже надо. Да, в Мазу и тапочки надо. Передом. В Мазу вообще очень много чего надо. Да, с открытым передом мы решили брать. Потому что у них пальчики как будто бы... Ну, неудобно пальчиком, короче. Если... Но я не хочу, да, чтобы криво не рос. Я не хочу вот такие какие-то вот китайские, как будто бы. Я Они хочу... все китайские. А та обувь, которую мы покупали, тоже китайская, думаешь? Все китайские, конечно. А почему она такая Вот. тогда хорошая? Вот, смотри, более-менее. Вот, Ну, это... вот, Да, вот тоже. Вот. вот. Вот с открытым передом. Вот. А, это закрыто. У нас, короче, вот такие вот закрыто. Ладно, пойдем внутри еще посмотрим. Вот, смотрите, есть и на нас обувь. Вот такие вот мягкие есть. Белый. Я люблю белый. Казам, тебе надо смотреть. Еще один из белый. Смотри, вот такие. Я хочу прикол. Ну, светлые А блюда, там смотри прикол. Я хочу голубые. Здесь голубых нету. Почему? А там смотри прикол. Такие красивые девочки есть. Смотри, вот так. 600. А там смотри. Yok. Evet. 35'ten küçük У olan. Некадер. 600. Алтысь. Смотри, какие красивые, беленькие. Не хочешь такие? Он хочет голубые. Я мечтала белый. Мечтала на тогда вот. Вот они реально хорошие, мягкие. Pardon, hangisi? Вот такой вот обувь в мире. 600 лир, говорят. В принципе, вообще недорого. И они очень легкие. В общем, обувь купили. 600 лир. А Зальке очень нравится. Сейчас, короче, хотим на пляж купить обувь Алмазу и Азалии. И идем в Салы-Пазары. Короче, в этом Салы-Пазары нет обуви для детей. Сейчас пойдем в другой магазинчик. Покажу, где можно обувь такую приобрести. Давайте немножко поснимаю вам улочки турецкие. Так, вот с Салы-Пазары мы пошли сейчас в сторону набережной. Сейчас покажу по главной дороге Ататюрк. Тоже называется здесь, как и в Алании. По Ататюрку есть магазинчики, где можно купить обувь. Не такую, как бы, для пляжа, легкую. В эту сторону, когда идешь, прям кафешками пахнет. Здесь очень много кафешек, пахнет прям мясом. Как будто везде жарят мясо. Вот. Шашлыком, короче, пахнет. Прям сильно. Вот. Так что аж кушать захотелось, хотя мы обедали. Время 4 часа дня. В принципе, вот кафешечка Текин Али Уста. Там вот я знаю, что русскоговорящие тоже кушают. И вот уже вот эта вот дорога, она уже ведет как раз к этому магазинчику. Давайте вот отсюда пройдем, не будем по дороге идти. Здесь вот много фруктов. Пожалуйста, клубника продается. Груши, яблочки, лимоны. Коврики вот здесь вот. Вот. И сейчас нам надо будет, наверное, вправо. Если мы прямо пойдем, то там уже набережная. А если мы пойдем сейчас направо, и вот это как раз улица вся магазинов, которые я часто покупаю, куда мы постоянно ездим. И по правую руку будет магазинчик, где продают косметику. Но когда поднимаешься на второй или там, наоборот, спускаешься, я уже забыла вот
Там, короче, есть такие как раз вот обувь для пляжа. А нам как раз еще и в садик нужна эта обувь. Короче, это чуть дальше Вайкики. Вот, справа, слева, вон Гратис видно, косметика. В таких нет магазинчиках. А вот в местных магазинчиках, где продают косметику, не сетевых, там вот можно найти и трикотаж. Вот, кстати, вот здесь тоже есть. Вот в этом магазине тоже есть второй этаж. А про тот я говорила там на нижнем этаже. Все, я вспомнила. Вот здесь прям. Здесь нельзя ничего покупать, Азалия. Алмаз, ты тоже не останавливайся. Вот, пожалуйста, есть на взрослых. Смотрите, прям легкая обувь, красивая. При этом 399 лир, пожалуйста. 374. Вот я хотела на пляж себе что-то наподобие. Такие уже, если честно, мне не хочется. Но вот типа кроксов тоже есть. 349 лир, пожалуйста, разноцветные. Есть вот такие вот сланцы. Вот детские. Вот детские. Смотрите. Такие вот есть. Вот такие 274. Вот для девочек есть. Такие всякие. По 274 лиры. И вот я думаю, можно такие взять на пляж. Вот на мальчиков. В садик можно вот такую носить. Идите сюда. Смотрите, вот такая вот обувь стоит 349 лир, да? Сколько она стоит там? Кстати, маленькие какие есть. Я уже забыла. А, вообще как бы 274 стоит. 90. 274 лиры. А и здесь вот еще тоже очень много разной обуви, как бы на взрослых тоже. Вот смотрите. Какие-то вот такие даже есть. Интересные очень. Вот, стоит 349. Ну, такие резиновые, короче, стоят 349. А есть вот, например, такие вот. Тоже прикольные. Они стоят 379. Вот. В общем, обуви куча. 449, вот такие вот. Вот. Ну, то есть, если просто вот, да, на пляж идти 319, вот обуви нету. Вообще копейки, по сути. Такие с блестяшками есть. 799. Кому интересно. А мы сейчас еще один магазинчик зайдем, покажу я вам. Здесь, кстати, еще и третий этаж есть. Вот в этом магазине, да? Сейчас быстренько покажу вам. Вот здесь тоже сандалики есть. Смотрите, если что. Кому интересно. Вот, кстати, здесь тоже есть такие, похожие. Не знаю, размеры есть они, нет. Вот, например, такие. Вот такие открытые есть. И вот такие вот есть. Простые совсем. Вот. Вон там тоже есть. Короче, обуви куча разной. О, вот такие вот есть, смотрите. Вот такие вот есть. Пожалуйста. Наверное, совсем 159 лир стоят детские. Так, дальше идите, проходите. В общем, Бургер Кинг. Проходим. Дети прям хотим Бургер Кинг. Но я хочу вот дальше, вот этот магазинчик. Пошлите. Вот этот магазинчик. Юнджи Али называется. Здесь косметику продают. И пойдем, заходим сюда. Здесь вот в нижнем этаже есть обувь. Сейчас покажу. Сюда идите. Сюда. Помнишь, Азалия, мы здесь вещи покупали всякие? Иди сюда, Азалия. Вот, смотрите, здесь обувь продают. Вот здесь тоже хорошая обувь. В принципе, можно найти. Короче, мы уходим отсюда. И пойдем сейчас в Вайкики. В общем, дети взяли инициативу на себя и зашли в магазин, купили себе мороженое и сказали, что в Вайкики пойдем позже.
Вот, так что мы сидим у речки Гёксу, кайфуем. Да? Ага. Мы с Русланом отдыхаем. Я прям... Сколько у меня? Мне, кстати, тоже обувь нужна. Это у меня уже, когда я уже покупала в Алании. Если помните, я тоже снимала. У меня был выпуск с Алании. Когда я покупала эту обувь. А, ты как? Вот. Давай, пей. Мне пей. нужно что-то тоже такое, типа того, но полегче хочу. Это вот кожаное. Я хочу в этот раз такое что-то Посмотрим. недорогое. Посмотрим. Вот. И поэтому еще предстоит ходьба по магазинам. Все, посмотрим, Вот. посмотрим. И Руслану посмотрим. нужна обувь, и мне нужна обувь. Ну а сейчас зайдем в Вайкики, посмотрим там сандалики. То есть не сандалики, а это, как они, на пляж ходить. Как. Посмотрим, посмотрим. Кстати, тапочки вот эти вот называются, как называется? Терлик. Терлик. Вот. Сланцы, короче. Да это вообще любые тапочки называются терлик. Терлик, да. Вот. И в сад тоже воспитательница сказала, что нужны терлик. Короче, как-то так. Короче, здесь в Вайкики, к сожалению, ничего не нашли. Только закрытые, и размеров нету тоже. Ну, вот эти есть как бы открытые одни, но размеров нету. Друзья, мы уже дома. Вот такие вот у нас дела. Вот такие срочные покупочки появились. И такая вот погода сейчас в Турции. Вообще посмотрела прогноз на следующую неделю. Там она непонятная. Вроде как будто бы похолодание, но при этом нет дождей. Я думала, будут дожди. Я посмотрела по погоде. Нету, не показывает. То есть, ну, а в среднем так, днем 20 градусов, вечером около 10, там где-то больше, где-то меньше. Ну, март месяц как бы такой. Зато все цветет и пахнет, все вокруг прям так. На улице выходишь, как будто, знаете, вот везде то ли конфеты, готовят какие-то. Вот такой вот сладкий аромат. Еще цитрусовые, похожи очень сильно на аромат жасмина. Вот везде жасмином пахнет тоже. То есть вот такие вот ароматы. Первый раз, когда я в Турцию только приехала, я думала, что сначала что-то разлили, что ли, везде. Это еще в Газипаше. Думаю, может быть, здесь какая-то есть фабрика или там типа того, по изготовлению каких-то конфет. То есть я вот так вот ходила, помню. Потом вот этот запах жасмина, да, вот тоже мы очень долго гадали, откуда это. Но если есть рядом какое-то апельсиновое, мандариновое, цитрусовое, в общем, дерево, то за 10 метров вот несет прямо этим запахом, ароматом жасмина. А у нас здесь вот, например, во дворе, да, то есть вот с балкона выходишь, тут у нас сады, там лимоны растут, оливки растут, то есть цитрусовые тоже растут, и апельсины растут, и такой вот этот аромат, короче, с окон прям заходит и домой, прям вообще приятно очень, и погода вот радует, да, вот эта теплая погода, то, что даже Руслан искупался, то есть ему прям вообще по кайфу было, не заболел, все нормально, и мы ножки помочили, прям позагорали, я еще планирую загорать. И поискали обувь, скажите, как по-вашему, дорого за тапочки такие цены, да, вот пляжные всякие. Вот, даже кто-то, если едет, вы также можете в такие магазинчики заехать и здесь купить пляжную обувь, кому надо, да. Конечно же, с удовольствием в море не искупаться, особенно для таких мерзляков, как я. Вот, но вот такая вот погода, такие цены на обувь, в основном показывала уж обувь детскую, да, ну, взрослую тоже показала, тапки. Вот, в общем, такие дела. Еще собираюсь в соседний, вот Такен, где мы были на пляже как раз, там есть большой аутлет, вайкикивский, и еще есть Фло с обувью, где мы, в принципе, покупали обувь, точки, как раз, которые я 2 выкинула. Но я бы не сказала, что она настолько сильно качественная, да, вот она какая-то немножко не сильно качественная, но цена тоже примерно такая же, наверное, соответствует. Вот, туда еще тоже съездим, мне тоже легкая обувь какая-то нужна, может быть, даже те тапки куплю, которые показывала на пляж, да, какие-то там. Вот, в общем, вот такие дела.
Показала, рассказала. Пишите свои комментарии, друзья. Проходите обязательно по ссылкам, которые я оставляю в описании, в комментариях. Ставьте лайки, пишите комментарии, отправляйте видеоролик кому-нибудь из знакомых. Это будет очень мне полезно. Вот, мой канал будет развиваться за счет этого. Поэтому всем большое спасибо. Всем хорошего настроения, хорошей погоды и на улице, и дома, и, конечно же, мирного неба над головой. Всех люблю, всех целую, всем пока.